когда-то давно у нас было замечательное место на Бирюзовой Катуни, которое потом сейчас уже закрыли все заборчиком и не пропускают туда никого. Было классное место с большими валунами, с прекрасной бирюзовой водой, тихое, уединенное. И песочек там еще был, конечно же, песочек. Песочек есть, камушки есть, пологий берег, деревья, когда можно прикрутить эти шатер наш. И мы там замечательно провели время. тебе сосиски. Сейчас Андрюша принесет. Посмотри, не горячий? Гамак натянули. Очень круто на берегу Катуни лежать в гамаке. В Горный Алтай, когда едешь, ну, очень глупо проводить время где-нибудь в каких-то тусовых местах и ни разу не побывать просто наедине с природой. Поэтому мы решили, что последний день, когда вот нам надо уже уезжать, а это сегодня, мы весь день проведем также на природе и не сразу поедем домой, как, в принципе, мы всегда делали. То есть, ну, фиг с ним, пусть мы ночью приедем домой, зато мы весь день проведем в этом замечательном месте. На мою беду я предложила еще погулять немножечко по Бирюзовой Катуни. Там вроде как симпатичное такое, какие-то кораблики там симпатичные. Подойдя ближе, мы увидели надпись, что все это очень ветхое, и трогать это лучше не надо, тем более облокачиваться и уж там стоять, принимать разные позы, там такая фраза была, потому что все очень опасно для здоровья, и администрация, естественно, никакой ответственности не несет. Что-то как-то не поддерживает там в хорошем состоянии.
Ну, тем самым, гуляя там, мы тянули время. И приехав на наше замечательное место, мы обнаружили там машину. Я выслушала все ругательства на планете. Потому что из-за тебя мы заехали на эту бирюзовую Катунь. Тянули мы теперь шатер, у нас была крыша. Папа приготовил чудесную картошку с этим, с тушенкой, как он это все любит. Какую-то печку странную сделал, такую, костер разжег на камушках, вот так, а сверху кастрюлька. Все весело. Мы сбывание твоих мечт снимаем. Начался даже сильнейший дождь, но это нам не помешало. Кастрюлька как и стояла, как там кипело, все так оно и кипело, и ни разу костер не потух. А мы спокойно, благополучно сидели под этим шатром, кушали и смотрели на то, что происходит вокруг. Нас никак не касался дождь. Начался ливень, что капец вообще. Но самое кайфовое у нас Андрюшка. Но картошечка доходит благодаря инновационной печке. Огонь горит, кастрюля накрывает дрова от дождя. Когда начался дождь, Эмма немного испугалась, потому что был гром достаточно сильный. Она боюсь, но ничего. Все было хорошо. Потом она успокоилась, никто не плакал, все классно. Потом, когда закончился дождь, дети пошли дальше играть в песке. Довольно игрались. Это просто какое-то у них нереальное счастье, потому что можно было... Брали водичку, делали кисю-малисю, делали какие-то супы, вот так вот все было вот в мокром песке. Вот. Значит, оторвались детки. Мы, в свою очередь, посидели возле костра, поели, поболтали. В завершении хотелось бы сказать, подытожить, что пессимизм дело такое нехорошее, но что бы ни происходило, оно не может быть плохим, покуда ты к нему относишься хорошо. Или как ты там говоришь? Все дело в отношении к ситуации. Как бы нам палки в колеса не вставляли, все равно все получалось лучше всех.
в этом году такой... Так, подождите-ка секунду. Эмма, мама записывает видео. Андрей, выключи звук в игре. Эмма не кричит и не перебивает, и ничего не просит. Понятно? Хорошо? Все. Сидеть будем? Нет, пойдемте. Видите, самый прикольный камушек? Военный. Немного-то не набирай. Военный камушек. Эм, это не надо, это Андрюша собирает их. Эм, тут не трогай. Это Ладно? я нашел все. Это он заберет с собой. Кидай давай. Папа хоть немножечко в объектив попадет. Все кончилось? Теперь нет. Это не интернет кончился, это я видосик хотела снять. Эмма попросила покушать мороженка. И вырвалась. Не прерываться, нет? Да потом бы достали, Эм. Ну, она же вспомнила про рыбу какая-то. Ну, вот же вырубляться. По-любому это вставишь. Как там в Доме 2 говорили? Параллель, параллель. Что за... Я же качество не вижу, потому что я смотрю сюда. Сюда. Как будто слоумо. Ну до чего ты смелая? О-оу. Пап, твои очки? Мои очки. Андрей нашел на лавочке мои Прямо очки. не надо так делать. Я без них уже часа полтора хожу. Такая. Та-дам! Не умею. Я так не сломила. Положение себя держит. Не показывай свои языки. Я большая. Нет, я большая. Очень веселая кошка. Ну иди сюда. Покажи, какая Эмма строгая. Вот такая. А если я упаду? Эмма заигралась в песочек и обдудонилась. Прическа Андрюшина модная. Далее Эми погремушек и гремит она над душком. Эмма не ругается, Эмма улыбается. Сейчас спасу мир. Где? А, нету. Где? Ни одной же нету больше. Надо делать, дочь.